Всем привет! С вами Маргун Ювелир и очередной новый мощный заказ. Этот заказ больше всего, я так понимаю, ожидаем вами. Вы мне все соцсети порвали, писали: сделай панцирь, сделай панцирь, сделай панцирь. И вот это время настало. Новый день, новый заказ. Панцирная цепочка длиной 55 сантиметров, весом 300-320 грамм. Естественно, замочек, коробочка и, естественно, на шарнире. Интересно? Я уверен, что это интересно. Погнали! Я подготовил вот такой вот слиточек весом 450 грамм золота для того, чтобы сделать этот заказ. Почему он в таком виде, а не в чистоте? Я его сплавил и сделал уже спектральный анализ, чтобы точно знать, что это 585 проба. А теперь идем плавить, катать. Ну и все, что надо сделать, чтобы получить офигенную и красивую, и самое главное, качественную цепочку. Вперед! Мы сплавили золото, вот такие вот палочки получились, отливки, и начинаем это все катать. Итак, мы накрутили нашу проволоку, получилась вот такая пружина, очень похожая на амортизатор автомобиля. Вчера даже сожгли дрель, не могло, то есть настолько мощное усилие нужно, что, короче говоря, сгорела дрель. Но тем не менее мы выкрутились, нашли перфоратор и при помощи перфоратора накрутили. Итак, начинаем распиливать на колечки. Погнали! Представляете, вот такое вот кольцо. Это звено, одно звено цепочки. И вот это еще нужно мало того, что свести, а потом выкрутить. Представляете, какие усилия? Это все сделано будет вручную. Спустя немного времени, а немного времени это порядка 3 часов, я напилил звенья и начинаю сборку. Вот так вот выглядит сборка. То есть вот так вот выглядит вот эта цепочка. Чтобы было понятно для масштаба, мой палец и толщина.
Прошло еще немного времени. А немного времени вот этот вот кусочек я пытаюсь согнуть еще 2 часа. Минус одни тиски. Представляете, какое усилие необходимо прикладывать для того, чтобы просто свести. То есть вот этот вот не разведенное, а вот это уже сведенные кольца. Вот такая вот получится у нас цепура. Это только ее часть. Ну что ж, а теперь паяем нашего гиганта. Итак, получилась у нас вот такая вот мощная цепура. И теперь ее нам нужно выкрутить. Как мы это будем делать? Возьмем плоскогубцы? Да ни хрена, они нам не помогут. Берем нормальный гаечный ключ. Ну что ж, мы приклеили нашу цепочку. Вот она сейчас вот таким вот образом выглядит. И сейчас приступаем к самому ответственному процессу на данном этапе. Это запиловка. Наша задача сделать ее очень красивой, очень крутой. Ну, скоро сами все увидите. Погнали. Итак, цепочка, вот она готова. Ровная. Ее только осталось отшлифовать хорошенечко. Она хорошо пропилена, открыт узор и так далее. Замок, естественно, тоже готов. Остались нюансы, там тоже шлифовать, поддоработать и так далее. Я не снимаю специально изготовление замка, потому что это не обучающая программа. Это для того, чтобы просто показать демонстрация, скажем так, своих собственных возможностей. И показать тем людям, которые хотят заказать, или для собственных, в общем, для своих клиентов, что я могу сделать, ну, демонстрация своих возможностей и как это все примерно происходит. Итак, наша задача теперь припаять замок вот к этой цепочке. И сейчас мы этим займемся. Мы запаяли замок, теперь наша задача идеально отшкурить. Почему идеально? Большие поверхности, все царапины, все поры видны. Поэтому это очень долгий процесс, но очень важный. Я шкурю дальше. Итак, наша цепочка готова. Ее отшкурили 1000-ной наждачкой, чтобы минимум полировки и чтобы блестело просто как, ну, в общем, вы поняли. Итак, приступаем к полировке. Погнали.
Я делал эту цепочку, снимал в Инстаграм, и многие писали, она не будет лежать, она будет кривая. Какая же она кривая? И как она не будет лежать? Смотрите, лежит идеально. Да, человек просто захотел длину 55 сантиметров, но это его право. А я делаю на заказ, делаю то, что захочет. Смотрите, какая красота получилась. 335 граммов, золото 585 пробы. Кто следующий, кто желает заказать? Погнали. Go, пишите в комментариях. Ну и напишите заодно в комментариях, как получилось, клево или нет. С вами Маргун Ювелир. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Beep.